В Риге есть местечко с названием Шампетерис. Доехать туда на машине без навигатора – то еще приключение. С улицы Каунсома через сеть односторонних дорог попадаешь в тупичок с адресом Шампетера 2. В советское время здесь был суперсовременный на то время завод штампов и пресс-форм. После развала СССР завод каким-то чудом попал под крыло латвийского правительства и влачил, по сути, жалкое существование, выполняя некоторые заказы. В 1996 году, когда я здесь появился, завод представлял собой жалкое зрелище. Среди заброшенных цехов, в которых стояли достаточно серьезные станки, царил хаос. Но был один цех, в котором работали люди и теплилась жизнь. Теплилась буржуйка, рядом лежали трехметровые, видимо, неликвидные доски. Когда цеховой работник замерзал, он шел и колол дрова. Ну как колол? Откалывал топором доску нужной длины, чтобы она влезла в буржуйку. И вот в это я пошел работать. Первый день меня встретили два человека, которые будут моими начальниками. Меня зовут Василий Сироткин, а это Вдовин. Какие жизнерадостные фамилии, подумал я, однако согласился работать за минималку. Обещанную зарплату, которая была и так меньше некуда, мне не доплачивали и задерживали. Но Василий поддерживал меня халтурами, за что ему поклон. К тому же еще зима 1996-1997 была очень суровой. Конструкторы и программисты сидели в отдельном помещении вместе с директором и отапливались калориферами, большинство которых были самодельные. Поэтому разок даже случился небольшой пожар. Вот это вскоре и приобрела сингапурская компания Acme Group. Приобрела у государства за бутылку лимонада, но с условием, что завод будет поднят, сотрудников будет не менее 500, и им будут предоставлены необходимые условия труда. Фирму назвали Accord Technologies и принялись за работу. В короткие сроки навели порядок в цехах, сделав необходимый ремонт. Сделали хорошую столовую, где первое время продавали даже пиво. Был медпункт с врачом. А как я радовался, когда пришел в цех, а там включили тепло. Конструкторский отдел сделали по высшему классу с дизайном и ковролином, чтобы дизайнеры сидели в тишине и комфорте. Поставили кофейный аппарат, обеспечивали кофе, чаем и сахаром. Зарплату подняли, стали платить вовремя и официально, перечисляя на банковский счет. И это было суперсовременно для Латвии в 1997 году. Директором поставили харизматичного англичанина, который завалил нас заказами. Мы чувствовали себя превосходно, хотя зарплаты, конечно, были маловаты, особо не разгонишься. Но на работе было создано все для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Чувствовался подъем, воодушевление и была уверенность в завтрашнем дне. Выбросили чертежные доски и посадили конструкторов за компьютеры. Организовали курсы, которые повторялись с выходом новых версий программного обеспечения. Были приглашены инженеры из других стран. Для обучения даже приехал знаменитый в узких кругах Билл. Создали отдел контактов с клиентами, куда отбирали девушек по определенным корпоративным критериям. Фирма устраивала интересные корпоративы на Новый год. Мы сами тоже устраивали интересные посиделки. Коллектив наш был достаточно сплоченным, и, что немаловажно, мы умели проводить время интересно и весело, не забывая делать при этом качественную, как мы думали, работу. Шутка. Просто качественную работу. Однако заказы были очень сложные. Конечно, персонал состоял из классных специалистов, но тем не менее, очень серьезные заказы, крупногабаритные, трудоемкие. Не сдюживали мы, не укладывались в сроки. Фирма теряла деньги. Огромный штат сотрудников надо было кормить. А это деньги, деньги. Так примерно в 2005 году раздутый пузырь лопнул.
Сингапурцы свернули производство, оставив, однако, цех литья пластмассы. Станки увезли, и долгое время здания простаивали. Территория снова превратилась в свалку. А мы, бывшие коллеги, продолжали встречаться раз в 2 года. Встречи происходили в теплой, дружественной обстановке, иногда очень теплой, очень дружественной, даже горячей. Сейчас пандемия, и этим видео я передаю привет вам, дорогие коллеги. Сравнительно веселое и беззаботное время с вами навсегда останется в моем сердце. К большому сожалению, некоторые из нас уже ушли, но мы все помним. Без вас это время не было бы таким ярким. Недавно на территории Окота начались работы по благоустройству. Наверное, здесь будет индустриальный парк, но это уже другая история. А может, надо оставить одну бетонную плиту, куда вклеить фотографии с нашими молодыми и жизнерадостными физиономиями? Как вы думаете? За собой дверь закроешь, ты уйдешь от меня, боль не скроешь. По дороге своей от весны к весне упадет белый снег расставания. Только ты обещай на прощанье быть счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружиться выше солнца и звезд, выше, только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Где-то там в вышине ты проснешься, нежным облаком снов обернешься. Ветер будет тебя на руках качать, но меня не зови за собою, места нет в небесах мне с тобою. Просто я никогда не умел летать. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружиться выше солнца и звезд, выше, только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружиться выше солнца и звезд, выше, только знай. Выше, только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо.
GPR.